3 февраля в районе Аравийского моря произошел ряд инцидентов с участием вооруженных сил США и Ирана, что вновь обострило ситуацию вокруг Персидского залива. Как сообщил представитель американской стороны агентству Reuters, истребитель F-35 ВМС США сбил иранский беспилотник, который двигался в направлении авианосца USS Abraham Lincoln, находившегося в международных водах. По данным Reuters, был уничтожен дрон Шахед-139, который, по оценке американских военных, представлял потенциальную угрозу корабельной группе. Представитель Центрального командования ВС США подтвердил, что беспилотник приблизился к авианосцу и был перехвачен в воздушном пространстве над международными водами. В Центком подчеркнули, что США не намерены терпеть преследования и угрозы в международном воздушном и морском пространстве, рассматривая подобные действия как подрыв свободы судоходства и безопасности своих сил. Иранские источники по-своему интерпретировали произошедшее. Агентство Тасним со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что в этом районе выполнял задание беспилотник Шахед-129, задействованный в разведке, наблюдении и съемке в открытых водах. По данным издания, связь с аппаратом была потеряна, однако перед этим он успел передать полученные данные в командный центр. Причины потери связи, как утверждается, в Тегеране продолжают выяснять. При этом иранские источники подчеркивают, что после инцидента в воздух был направлен еще один беспилотный летательный аппарат для продолжения наблюдения за авианосцем USS Abraham Lincoln. Это указывает на то, что Иран не расценил уничтожение дрона как повод для немедленной деэскалации, а напротив, продемонстрировал готовность сохранять активное присутствие в зоне, которую Тегеран считает стратегически значимой. Параллельно в тот же день были зафиксированы и другие эпизоды напряженности на море. По сообщениям израильских источников, в течение нескольких минут быстроходные катера корпуса стражей Исламской революции Ирана маневрировали вблизи одного из кораблей ВМС США. Американская сторона позднее заявила, что 6 катеров «Ксир» предприняли попытку захвата нефтяного танкера под флагом США в Ормузском проливе. Танкеру удалось уйти от преследования, после чего он был взят под охрану американского эсминца и находился под воздушным прикрытием. Подобные действия в Ормузском проливе имеют особую чувствительность, поскольку через этот узкий морской коридор проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые инциденты в этом районе немедленно воспринимаются как потенциальная угроза глобальным энергетическим рынкам и становятся предметом пристального внимания как военных, так и финансовых кругов. Для Ирана Ормузский пролив традиционно остается важнейшим инструментом стратегического давления, особенно в периоды роста конфронтации с США. На фоне этих событий израильские СМИ сообщили, что Израиль обратился к Вашингтону с просьбой о предоставлении свободы действий в отношении Ирана. Подобные сигналы вписываются в более широкую логику израильской стратегии, рассматривающей Иран как экзистенциальную угрозу, прежде всего в контексте его ракетных программ и регионального влияния. Однако в Белом доме дали понять, что дипломатический трек остается приоритетным. Пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила, что запланированные на пятницу переговоры между Вашингтоном и Тегераном не отменены, несмотря на инцидент с уничтожением иранского беспилотника. Это подчеркивает стремление американской администрации удержать баланс между демонстрацией военной силы и сохранением возможностей для политического диалога, не допуская резкого перехода к открытому конфликту. Американское издание Axios, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США, утверждает, что именно израильская сторона выступает инициатором возможного удара по Ирану. По словам источников, президент Дональд Трамп не поддерживает такой сценарий и не стремится к прямой военной эскалации. В то же время, подобные утечки могут быть частью информационного давления, направленного как на Тегеран, так и на союзников США в регионе.
Эксперты отмечают, что подобные игры сигналов уже наблюдались в преддверии предыдущих кризисов, когда через СМИ создавалось впечатление разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом. Это позволяло одновременно усиливать психологическое давление на Иран и оставлять пространство для маневра в переговорах. В условиях высокой плотности военных сил в регионе подобная информационная неопределенность сама по себе становится фактором нестабильности. На этом фоне ряд региональных игроков активизировали дипломатические усилия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары выступить посредником между США и Ираном для снижения напряженности. По его словам, Турция выступает против любых военных шагов в отношении Ирана и координирует свои инициативы с Саудовской Аравией и Пакистаном, избегая логики жесткого блокового противостояния. Одновременно страны Персидского залива начали принимать меры предосторожности. В Кувейте была проведена проверка систем экстренных военных сирен на фоне опасений возможных иранских ракетных ударов. Эти действия отражают обеспокоенность региональных государств тем, что в случае эскалации именно их территории и инфраструктура могут оказаться в зоне первичного удара из-за присутствия американских военных объектов. Дополнительное внимание наблюдателей привлекли сообщения из Тегерана, где в тот же день были замечены недавно приобретенные российские ударные вертолеты Ми-28, выполнявшие первые полеты. Появление этой техники может рассматриваться как часть более широкой программы модернизации вооруженных сил Ирана, а также как сигнал внешним игрокам о том, что Тегеран продолжает укреплять свои военные возможности, несмотря на давление и угрозы санкций. В совокупности произошедшие инциденты указывают на сохраняющийся высокий уровень риска непреднамеренной эскалации в Персидском заливе. Даже при формальном сохранении дипломатических каналов между Вашингтоном и Тегераном ситуация остается крайне хрупкой. Любое неверное толкование действий другой стороны или технический инцидент может привести к резкому ухудшению обстановки и выходу кризиса за рамки управляемого противостояния. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.